Приветствую вас, друзья! Давайте посмотрим, что вас ждет в любви, в отношениях представителей знака зодиака Овен этой осенью. У нас будет расклад из 3 вариантов. По цифре 1 для тех, кто уже состоит в отношениях или в браке. По цифре 2 для тех, кто в поиске. Вот по цифре 3 мы посмотрим, кто поссорился, расстался, что вас ждет в этих отношениях. Есть ли шанс помириться, восстановить эти отношения. А также получим совет, может быть, карты скажут, и не стоит этого делать. Может быть, вы на пороге новой любви. Хорошо, мы начнем с цифры 1 для тех овнов, кто уже состоит в отношениях или в браке. Давайте посмотрим, что у вас будет происходить этой осенью для представителей знака зодиака Овен. Если у вас есть какие-то планы, может быть, есть проблемы, трудности, дайте сейчас посыл во Вселенную, а я настроюсь на вас. Здесь у кого-то может быть какой-то договор, например, купли-продажи недвижимости, но еще в нее нужно будет вкладываться. Также у кого-то может быть из женатых овнов может быть получение новой работы или обучение каким-то новым навыкам. Но это в паре с кем-то. Также, если у вас были трудности, ссоры, конфликты, то здесь помириться и перевести отношения на более зрелый уровень. Так, сейчас посмотрим. Хорошо, что у вас происходит сейчас в отношениях или в браке? Да, у кого-то здесь может быть переезд, и очень много сил, энергии тратится на обустройство гармоничного очага. Так, что вас ждет в любви сейчас? Ух, Солнце и Луна у вас. Угу. У кого-то здесь может быть вопрос решается с материнством. Здесь может быть по башне неожиданное известие. Вот сила — это когда мы боремся с какими-то трудностями, заболеваниями. То есть, если невозможно, например, забеременеть, это нужно будет подлечиться. Но по силе вы справитесь, и как вопрос этот решится. Неожиданное известие, например, о пополнении в вашей семье. Здесь прибавление семейства, Солнце и Луна. Да? Солнце — это радость материнства, Луна — это тоже материнство. Солнце — это известие о беременности или о рождении, а Луна — это уже стать мамой, или стать родителями. Так, сейчас мы посмотрим. Также здесь у кого-то может быть переезд реально. Может быть, здесь помощь, например, от чьей-то мамы финансовой, чтобы вы этот вопрос решили. Так, что нам скажет Ленорман? Угу. Тут я говорю, что-то с домом связано. Может быть, с недвижимостью, крысы, может быть, конечно, и беспокойство было, и стресс, тучи, какие-то проблемы были. Но тучи, как правило, это атмосферные явления, они быстро рассеиваются. Может быть, и в доме, конечно, что-то такое было, какая-то поломка, может быть, что-то по башне, что-то сломалось, или, не знаю, крыша протекла. Кто-то здесь, может быть, боролся за недвижимость. Может быть, вот какие-то третьи лица, с кем вы проживаете, какие-то неприятности от них были. Но вы этот вопрос-то решите. Так, а совет, что вам ложится? Так, совет. Тройка мечей. Вы знаете, если по башне и по силе вы с кем-то здесь из родственников боролись,
из-за недвижимости, какие-то, может быть, судебные дела, наследство. Здесь карта говорит, что вам нужно просто понять, даже не понять, а вот эти перетрубации в вашем доме могут привести к тому, что от отношений с каким-то человеком вам придется отказаться. То есть вам нужно принять вот эту горькую правду и разорвать эти отношения. Но это ж с кем-то в вашем доме. Если вот эти карты не легли, конечно, тут по башне можно было подумать развод, потому что борьба за свои отношения, за свой брак, за любовь. Но я думаю, все-таки это что-то происходит в вашем доме, в вашей семье, с кем-то, с кем вы проживали. Какой-то человек постоянно вносил раздрай в вашу жизнь. Может быть, здесь даже был какой-то убыток. Ну и недопонимание, конечно, то, что скрывается. Тут, смотрите, или решение вопросов с жильем, или реально у кого-то наступает беременность. Я вот не пойму, почему тогда тройка мечей ложится в совет. Что у нас здесь? Одни люди и уход. Здесь король пентаклей, королева кубков. Это может быть карта матери. Тут еще какой-то рыцарь жезлов. Может быть, это какой-то ваш родственник. И уход от этих людей. Борьба была какая-то. Тут семерка иллюзий, борьба. Мне кажется, это какие-то семейные разборки у вас. Я говорю, с кем-то вы разорвете полностью отношения. Это могут быть и родители, как вариант. Я сейчас еще вот одну карту сюда положу по поводу дома. Ну, скорее всего, вы решите этот вопрос, вы с кем-то разъедетесь, но может быть очень конфликтно. Или вы все-таки добьетесь того, наследство, например, отвоюете. Это обрести очень гармоничный дом, но, скорее всего, отдельный. Вот такой у меня получился для вас прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего. Хорошо, у нас второй вариант для овнов, для тех, кто в поиске любви. Давайте посмотрим, что вас ждет этой осенью. Представители знака зодиака Овен в любви, в отношениях осенью. Для тех, кто в поиске. Какие у вас перспективы познакомиться, влюбиться? Если нам покажут человека, мы посмотрим, что это за человек, что он вам несет. Ну и совет получим, конечно. Что у вас сейчас или вот-вот на пороге? Ну что у вас? Любовь на пороге. Новые чувства, любовь, колесница, да, человек ворвется в вашу жизнь. Может быть, знакомство где-то в дороге, в поездке, но это не обязательно. Да, девятка говорит, что вы влюбитесь, вы будете очень хорошо проводить время. Это когда нам даже не хочется расставаться, мы не можем с человеком наговориться. Это отдаваться чувственным радостям. Это проводить очень много времени вместе. Это наслаждение. Но тройка еще говорит, может быть, это на работе, может быть, это где вы учитесь. Но еще, конечно, вот эти две карты могут говорить и о любовном треугольнике. А также это когда наши отношения переходят на более зрелый уровень. Давайте посмотрим, что вас будет ждать в этой любви. Одно движение, одно сплошное передвижение. Какие-то переезды, поездки, перелеты, командировки. Вот Шут говорит, что эти отношения будут очень легкими. То есть вы будете принимать друг друга такими, какие вы есть.
Эти отношения вносят в вашу жизнь перемены, но и в то же время вот эти две карты говорят о каких-то поездках, переездах, перелетах. Может быть, вы будете где-то в разных городах, и, может быть, даже в разных странах. Десятка. Так, десятка не очень хорошая карта. Сейчас мы посмотрим, что нам скажет Ленорман. Да, вы знаете, можете получить неожиданное сообщение, что у человека есть пара. И в то же время птицы могут показывать какие-то ваши сомнения, переживания. Здесь как бы может произойти неожиданное расставание. Или если это общение через интернет, очень много разговаривать, здесь может быть неожиданное вот прерывание вот этой переписки. Тут кто-то может сказать, что давай расстанемся. Как бы мы не подходим друг к другу. Я даже не пойму, с чем это связано. Так. Шестерка-то может говорить, что поездки, переезды, а также коммуникации, сообщения. И шестерка мечей может говорить, что то ли вы закончите эти отношения, то ли вам придет сообщение, что с вами разрывает эту связь. Так, я хочу совет посмотреть. Мир. Мир — это окончание одного этапа, начало следующего. Но еще мир — это коммуникации через интернет. Может быть, вы поедете куда-то в командировку, в поездку, это может быть за рубеж, в отпуск. Может быть, вы там познакомитесь, будете хорошо проводить время. Это, знаете, как курортный роман. А когда вы уже приедете домой, начнете общаться, человек начнет тут намекать, что нам нужно расстаться. Да, на курорте всегда хорошо. Так, а здесь что? Десятка мечей, десятка жезлов. Как я говорила, это какие-то тяжелые, сложные отношения. Какая-то вот то ли ноша, то ли человек вас будет чем-то нагружать. Пятерка пентаклей, кризис, да. И башня. Вы знаете, тут даже может быть, вот вы поедете, предположим, отдыхать там в Турции, Египет, там познакомитесь. Человек начнет у вас какие-то говорить, что я тут потерял работу при общении. Мне вот нужны деньги, вот помоги мне. Я вот для того, чтобы я к тебе приехал, там, ну, скорее всего, тут мужчина, да, будет выклячивать у вас какие-то деньги. Смерть, вы эти отношения сами разорвете. Да. Вы поймете, что человек просто пытается, ну, скорее всего, не очень умный, грамотный человек будет вымогать у вас деньги. Вот переведи мне там сумму. Ну, вот что-то такое. Вот идет информация. Вот сначала будет вообще все идеально. Тут еще, может быть, будет совет стоять, не совет, а предложение, почему вы должны деньги переводить. Может быть, для того, чтобы вы получили как факт, да, как результат гражданство. Или для того, чтобы вы, может быть, поженились. Ну, вот что-то такое. Ну, по шуту, то есть переехать куда-то и сменить место жительства. Может быть, конечно, здесь и нет подвоха. Но смотрите, если человек будет у вас просить какие-то деньги, то подумайте, это может быть обман. Вот мне помоги, я тебе там что-то сделаю. И по башне вы поймете, что вас просто использовали. Четверка — это вот разочарование. Есть в этом раскладе какой-то подвох. А что еще ненормально тут? Ну, якобы что-то нужно подождать или по дереву. Конечно, еще карта может говорить, что вам вот в принятии этого резкого решения нужно проявить гибкость. Так, что-то мне... Вот как бы в совет мир говорит, или завершите какое-то дело, или все-таки вот у нас мир, ведь это граница, да? Карта может говорить, расставьте свои границы. Так, я хочу еще карту достать.
А тут у кого-то может быть и зачатие, и рождение малыша. Неожиданное известие, может быть, о беременности дерева. Слушайте, я вам тут страху нагнала. Но лучше предупредить, если информация идет. Смотрите, здесь может быть шут-то и тройка. Это увеличение членов ваших отношений, и ваше хорошее проведение времени вместе может говорить о том, что вы вот этой осенью можете забеременеть, прибавление семейства. Известие о переменах. А что это? Вот паж, солнце и мир. Это беременность. Анализ сделайте неожиданный, поймете, что у нас дерево медленно растет, да, это что-то связано со здоровьем. Птицы могут говорить о ваших сомнениях, оставлять, не оставлять малыша, потому что тут отношения только зародились. Но здесь все карты хорошие. Я говорю, вот как бы было что-то, да, но может быть вот у кого-то будет такое, что вымогает человек деньги. Почему десятка жезлов легла? Просто вот эти карты могут говорить для пары, для мужчины и женщины будет неожиданное, резкое сообщение, к которому вы будете просто не подготовлены. Поэтому если у вас только зародились отношения, и вы пока не готовы к беременности, то значит здесь будьте аккуратнее. Если человек где-то далеко, то здесь будут какие-то переезды, перелеты, то ли вы будете летать, то ли человек будет к вам летать. Но в конце концов здесь все закончится предложением руки и сердца и свадьбой. Просто мне вот этот Ленорман навел на какие-то подозрения. Но здесь что-то вот со здоровьем дерева. Ну а также это может быть реально обрести свое древо, свою опору в жизни в виде нового человека, который войдет в вашу жизнь. Десятка-то может говорить, что тяжело вам будет, если человек реально где-то находится. Вот эти все перемещения будут очень энергозатратные. И, может быть, даже и по финансам. Но здесь идет помощь и, может быть, перемена места жительства, переезд в другую страну, где вам нужно будет привыкать. Так, такой у меня получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас расклад для тех овнов, кто в ссоре или кто расстался. Давайте посмотрим, какие у вас перспективы. Помириться, восстановить эти отношения. Также мы получим совет от карт, стоит ли вам это делать. Может быть, вы на пороге новой любви. Давайте посмотрим, что нам скажут карты. Для овнов, для тех, кто в ссоре или в разлуке остался. Что у вас происходит сейчас? Скорее всего, есть у вас какие-то легкие отношения. Может быть, вы куда-то с друзьями ходите, встречаетесь с кем-то. Ну, по двойке, скорее всего, это все несерьезно. Так, вы расстались. Вообще есть шанс помириться. Может быть, человек вас куда-то пригласит. Но двойка пентаклей не очень хорошая карта на отношения. Она не говорит о чем-то серьезном. Так, что вас ждет в этих отношениях? Тут, знаете, смотрите, конечно, это ваша карта. Здесь может говорить, что вы-то настроены серьезно, человек вам дал надежду. Вы, может быть, рассчитывали на получение предложения руки и сердца. Но, говорю, двойка это или этот человек так относится к вам. То есть ему просто приятно, ему или ей приятно проводить с вами время. В каких-то компаниях куда-то ходить, но не более. По пятерке
Человек надежду-то дал, но слово не выполнил. Иногда король жезлов — это человек, который, может быть, женат, если меня женщины смотрят. Здесь будет потеря этих отношений. Вы расстанетесь. Так, сейчас я посмотрю, что мне Роман скажет. Помиритесь, опять все будет то же самое. Как интересно. Может быть, человек-то где-то общение через интернет по звезде. Как правило, корабль показывает или знакомство в поездке, или человек где-то за границей. Тут, может быть, у вас был курортный роман. Здесь по двойке карта показывает, что тут ничего серьезного не было. Здесь, скорее всего, человек вообще любит всех женщин, если это меня женщина смотрит. А это просто была интрижка. Но вот как-то карты все показывают, то ли человек куда-то уехал, вообще эмигрировал в другую страну, то ли это было знакомство с иностранцем. Человек вам дал надежду, но по пятерке это расставание. Так, сейчас совет посмотрю. Говорю, какая-то поездка или перелет, или вообще, может быть, для мужчин, если меня мужчины смотрят, может быть, вы сами куда-то уехали. Из-за этого у вас расставание. Ну и, естественно, отношения сошли на нет. Может быть, есть, конечно, общение через интернет, через коммуникации. Здесь как бы вот карты говорят, человек где-то далеко, или он уехал, или он там и был, вы оттуда уехали. Развилка говорит, что ваши пути разошлись. Или человек что-то вам не досказывал. То есть, может быть, это двойственность в отношениях. То есть, может быть, курортный роман, но вы у человека не одни. Может быть, вы и знали, что человек женат, типа я разведусь. Но нет, что-то здесь, тут расставание. В разные пути вы разошлись. И, скорее всего, для человека это была просто интрижка. Да, вот так у меня получился прогноз. Давайте я вам совет, что ли, посмотрю. Да, совет. Вы на пороге новых отношений. Только зарождение, приглашение на свидание, знаки внимания. Какие-то, может быть, поездки вместе. Опять какие-то поездки. Но это Паш, это зарождение. Это какие-то новые влюбленности, новые встречи, приглашение на свидание. Новое партнерство. Да, с этим человеком вы разошлись. Вот такой у меня получился прогноз. Я благодарю вас за просмотр. Всем хорошего.